Друзья, всем привет! Рада вас видеть. Сегодня мы поговорим о такой интересной комбинации, которая бывает частенько в картах людей. Это даридра-йога или йога бедности. В прошлых видео мы уже с вами разбирали йоги богатства, йоги успеха, процветания. И это было очень приятно, очень классно, здорово знать. Это очень вдохновляет, что у тебя в карте есть несколько таких комбинаций. Понимать, например, в какие периоды ожидает роста и процветания. Но достаточно важно понимать, что во Вселенной существует баланс. Поэтому для йог процветания и богатства существует и йога бедности. И это достаточно такая распространенная комбинация, да, то есть она не у избранных, она достаточно часто встречается как и в картах обычных людей, так и в картах президентов, политиков, высокопоставленных людей и даже королев. И сегодня мы с вами посмотрим на карту одной из королев и как эта йога проигралась в ее жизни. И эти комбинации йоги бедности, они называются даридра-йогами. Они формируются, когда есть взаимодействие планет-управителей с домами, которые отвечают за деньги. Это 1, 2, 5, 9, 11. Это дома денег, удачи и процветания. С домами Дустхан. Это сложные дома в нашем гороскопе, которые требуют преодоления препятствий. Там есть какие-то преграды. Это 6, 8 и 12. И именно по определенным формулам, да, астрологи выводят эти комбинации. И знание об этих комбинациях, просто то, что оно у вас есть, это как бы одно. Но как именно это будет проявляться и когда, вот это самое важное. Почему? Потому что как именно это будет проявляться? Начнем с этого. И если эта йога бедности очень сильная, в это время, в период планетный, когда те планеты, которые задействованы в эти комбинации, включаются, наступает их время, они могут человека лишить полностью всего касательно материального, да, достатка, денег и так далее. И если же есть смешанные результаты, то есть наступает период планет, которые задействованы в йогах бедности, с планетами, где есть поддерживающие факторы, да, планеты, которые участвуют в йогах богатства, йогах удачи, тогда, скажем, процент потери, он намного меньше. Забирают не все, человек не решается всего, есть поддержка, но есть препятствия, есть денежные потери. Так или иначе они проявляются. И об этом важно знать, чтобы в целом подготовиться, наверное, больше к этому периоду, намного заранее, чем он произойдет, и в себе выработать более осознанное отношение к материальному, к деньгам, научиться к ним не привязываться и учиться ими управлять, чтобы не они вами управляли, а чтобы вы умели направлять эту энергию и зарабатывали, тратили не только на себя, на все свои желания, хотелки уже после того, как вы закрыли базовые способности, но и эти деньги, эта энергия работала на благо других людей. Благотворительность, например, является одной из самых главных и сильнейших гармонизаций йог бедности и в целом кармы человека. И когда мы говорим, кстати, о карме человека, именно йоги бедности, да, это один из таких инструментов поставить нас на свой путь, вернуть нас снова туда, где мы должны быть. И поэтому и существуют фразы, думаю, многие слышали, что пусть лучше деньгами заберут, чем здоровьем. И это в виде вот именно денег, материального достатка, такие первые звоночки, которые указывают человеку на то, что нужно как-то скорректировать свой вектор, где-то что-то происходит, человек делает не так, нужно что-то изменить. И цель, да, таких периодов, планет, которые задействованы в йоге бедности, не в том, чтобы нас наказать, проучить, как-то поиздеваться, это только лишь для нашего роста и развития, попытаться помочь и направить нас на правильный путь. И здесь суть в том, чтобы приблизить нас к нашей душе, к тому, чтобы мы не заигрывались, чтобы не привязывались так сильно к материальному и учились избавляться от привязок материальных в том числе. И в карте, кстати, можно увидеть не только, когда могут быть материальные трудности, но также и увидеть природу этих потерь. С чем именно это связано? Потому что у кого-то это может быть связано
с судебными какими-то разбирательствами, у кого-то с друзьями, у кого-то с детьми, у кого-то с переездом, сменой или потерей работы, кризисы, да, здоровье, неожиданные ситуации. То есть в целом в карте мы можем увидеть, что за природа этих обстоятельств и понять, как мы можем гармонизировать, что мы можем с этим делать. Потому что просто знать, что наступает такой период, это просто знать, да, нужно что-то с этим делать. Как минимум работать над своим внутренним состоянием, и когда это происходит в вашей жизни, спокойно к этому относиться, смотреть в глубину и понимать, что за этим стоит, что показывают, чему учат. И сейчас мы с вами рассмотрим несколько карт, где я покажу примером, да, как проигрывается эта йога бедности. Перед вами сейчас карта Елизаветы II, королева Великобритании. И у нее в карте достаточно сильная дхана-йога, раджа-йога, это йоги богатства, процветания. Но здесь также есть и даридра-йога, которую образует Юпитер. И казалось бы, Юпитер — благая планета, это бенефик. Как такое возможно? Возможно, потому что для каждого восходящего знака существуют свои положительные планеты и негативные планеты. Классики, например, да, или эталон, то, что к хорошим планетам положительным относятся Луна, Венера, Юпитер, считается одной из благоприятных планет. Но Луна, например, да, только если растущая, не убывающая, не в падении, не пораженная и так далее. То же самое и с Юпитером. Но Юпитер еще для каких-то знаков, вот когда он управляет домами, которые связаны с трудностями преодолениями, это вот 12-й дом в данном случае, он является, скажем, не другом, он не самая благая планета. Плюс здесь Юпитер в падении, в Козероге. В целом, здесь уже он теряет ту благость, которую он несет. Но для данного человека другие планеты являются более важными. И, например, тот же Сатурн, потому что это восходящий Козерог, не несет столько вреда, сколько он может нести другим знакам, которые не имеют эту энергию, скажем, при рождении. Так вот, возвращаясь к йоге бедности, Юпитер ее формирует, потому что он связан с первым домом. Это дом Триконы, дом удачи, дом личности, с 12-м домом потерь, в том числе каких-то таких неожиданных ситуаций. И что мы можем здесь видеть? Еще здесь есть такая интересная связь, то, что здесь Юпитер не только сам по себе стоит и управляет, здесь еще есть соединение Юпитера с Марсом, а Марс, он тоже вместе с Юпитером стоит, и он связан с 4-м и с 11-м домом. 11-й дом денег. И также в 11-м доме есть Сатурн, который аспектирует первый дом, и Юпитер, и Марс. Снова-таки, да, здесь очень сильная связь именно с деньгами, также с репутацией человека. И эта комбинация, она проигралась в период Раху-Юпитер в 92 году. И вот что говорит сама Елизавета II о том, что произошло в 92-м. 20 ноября произошел пожар в Виндзорском замке. Пострадало более 100 комнат. Ущерб составил 37 миллионов фунтов стерлингов. Также на королеву была распространена обязанность по выплате подоходного дохода. Заметно сократилось финансирование королевского двора. Год закончился для королевы судебным разбирательством. Она подала в суд на один известный таблоид за нарушение авторских прав. И здесь как бы несколько моментов, что проигрывает эта йога. Во-первых, из-за судебных разбирательств. Первое, судебное разбирательство мы смотрим по 6-му дому, это период Раху-Юпитер, соответственно, включился очень сильный Раху, да, 6-й дом. Это могло быть что-то по здоровью, нет открытой информации, возможно, что-то и происходило, да. Также это все судебные разбирательства, враги, недоброжелатели. Так как это стоит в меркурианском знаке Близнецов, Меркурий находится в 3-м доме, который отвечает за коммуникацию, здесь прослеживается то, что это СМИ, да, какое-то средство массовой информации.
что и проигралось. И это очень сильно влияет на имидж человека, потому что Меркурий, опять же, стоит в знаке Рыб, которым управляет Юпитер. Здесь сильная взаимосвязь, да и сам под период Юпитера, да, делает сильную взаимосвязь. То есть данные события будут очень сильно проигрываться и вредить личности человека. И здесь можно более подробно рассматривать, да, насколько человек, например, выиграет, суд справится с этим или нет. Но это уже как бы другая тема. Следующий момент — это то, что в данной комбинации задействован Марс, и он связан с 11-м и 4-м домом. И здесь несколько как бы таких повреждений, да, которые вот дали пожар в Виндзорском дворце, в замке, и здесь тоже нужны были средства на то, чтобы восстановить его. То есть здесь пошла потеря вот именно через недвижимое имущество. Ну и в целом, да, под период Юпитера, так как он связан с 12-м домом, это большие траты, большие расходы. Здесь также есть другие комбинации, которые поддерживают йогу бедности, поэтому, соответственно, королева не потеряла все свое состояние, весь свой статус, но йога бедности, она проигралась вот именно в тот период той планеты, которая единственная задействована в данной йоге. Еще покажу другую карту. Это неизвестный человек, не публичный человек. И здесь в карте у натива мы можем найти несколько раджа-йог, дхана-йогу, то есть в целом финансовый потенциал достаточно хороший, большой. И очень много в целом связано с деньгами, с материальной стороной жизни. Что формирует здесь Даридра-йогу? Ее формирует несколько важных ключевых планет. Это Солнце, оно управляет 11-м домом денег и находится в 8-м. Оно также связано с 9-м домом удачи, а это 9-й дом удачи по Меркурию связан с 12-м домом потерь и больших трат. И что произошло в жизни этого человека? В период Юпитер, Меркурий, Раху человек потерял большую часть своего капитала. Это было, возможно, 10% от общего капитала. Здесь были другие комбинации, они есть, которые помогают нативу. То есть это не было полное обнуление. Снова-таки мы видим, да, период Юпитера. Для данного человека он управляет домами преодоления. Это 3-й и 6-й, не более слабые по своей вредоносности, но все же все зависит, как человек проигрывает этот Юпитер, по каким, скажем, гунам он живет, да, в каком качестве. Меркурий очень сильно включил 9-й дом удачи и 12-й, и это могло дать, во-первых, какие-то потери за границей, да, вдали от места рождения, и это как потеря удачи проигралась. И Раху, что интересно, он находится в 3-м доме друзей, да, каких-то близких людей. Он также связан с Юпитером. Здесь могла быть или какая-то связь с работой, друзья, работа, или с кем-то, кто с кем работал. Также Раху аспектирует 11-й дом. Это другой дом друзей, единомышленников, товарищей. И все эти аспекты, они указывают на то, что, как мы видим, да, 10-й дом, он находится в знаке Рака, которым управляет Луна, которая находится в 12-м. Все эти аспекты указывают на то, что человек потерял деньги из-за ближайшего окружения, из-за какого-то знакомую. То есть кто-то был рядом, что, скажем, дало этой йоге проявиться, да. То есть и эти события, они уже были изначально заложены в карте человека, когда он родился. Могло ли это не проиграться? Могло. И причем здесь тоже важно понимать, что человеку дается несколько предупреждений, и очень часто первые предупреждения, если они не пройдены, тогда как бы усугубляется задача. И в данном случае, например, человеку очень тщательно вообще следует выбирать свое окружение, потому что есть большая такая провокация, то, что его окружение будет привносить большой вред ему, его удачу, его благополучию. От него очень многое зависит. И еще, знаете, помогает понимать вот такие периоды, в
картах людей, которых ты знаешь. Это находится кто-то в твоем кругу. Это не какая-то знаменитость, да, не популярная личность. Потому что понимаешь не только вот, что как, когда, да, и почему проигрывается данная комбинация и из-за чего, что там за ситуация, но еще и больше понимаешь самого человека, как он живет, как он мыслит и в целом его наклонность, да. Мы не знаем таких подробностей о королеве и о других известных личностях. Об обычном человеке в нашем окружении мы это можем знать. И мы четко понимаем со стороны, почему это проигралось, что это показывало, что к этому привело, для чего и о чем был этот урок. И поэтому в данном случае его можно было легко обойти, но не обошли этот урок тоже по своим причинам, и какие выводы человек из этого извлек, остается как бы открытым вопросом, потому что это не единственная ситуация, когда были похожие события, это проигрывалось и позже. В один из таких периодов это был снова период Юпитера, Кету, Луна. И здесь снова Луна сыграла свою роль, события уже были другие, немножко другие, да, включились дома, и человек снова потерял большую часть, уже намного еще больше, чем до этого. Это говорит о том, что, опять же, по истечению времени эти уроки, они усиливаются, да, если не прошли тот урок деньгами, дальше это может в следующий подходящий планетный период, это может быть снова включено для того, чтобы вы сделали какие-то выводы. Если эти выводы не делаются, деньги снова будут утеряны. И так, скажем, до бесконечности или до того момента, пока человек не обнулится в материальном плане, потому что достаточно здесь сильные такие злые дома, да, 12-й, 8-й, они проигрываются каждый раз, когда наступает их период или подпериод. Вот. И если человек не делает выводы, у него, например, у этого натива, да, достаточно сильные духовные дома, все, что связано с саморазвитием, самопознанием. Здесь есть очень много спроса и очень много как бы ответственности, да, за ту удачу, которая ему дается, и за те возможности материальные в том числе. Поэтому здесь, вот как всегда, все в ваших руках. Вы можете иметь изначально очень сильную, хорошую карту, но с ней будут как и возможности, так и препятствия. Большая ответственность этот потенциал реально раскрыть. И когда вы его не раскрываете, спрос с вас тоже велик. Или же это может быть карта, которая не имеет каких-то супер-сверхспособностей, да, в плане комбинации, там нет нескольких раджа-йог, йог богатства, процветания и так далее, но человек полностью ее проживает, и он как будто уже начинает выходить за рамки этой карты, и эти планеты, эти комбинации, они набирают все больше и больше оборот, влияние, значение в жизни человека, и он как бы даже перевыполняет свой план. Поэтому выбор за вами. Но, наверное, чем я хочу завершить это видео, это о том, чтобы сказать, что когда вы, например, будете изучать свою карту или слышать о том, что у вас есть данные комбинации, не бояться, не пугаться их, учиться правильно относиться к деньгам, учиться видеть через такие события, да, потери на материальном, учиться видеть уроки, опыт, для чего вам это необходимо, не жаловаться на судьбу, не сквернословить, да, и не говорить, как все плохо, как все ужасно, за что мне это, что это за наказание, выбирать более осознанный, глубокий, мудрый такой и смысл, да, и позицию для того, чтобы достойно проходить эти уроки, понимать, что если есть какие-то сложности в материальном, здесь нужно не еще бежать и больше работать, зарабатывать, а как раз взять это время, приостановиться, взять паузу и посмотреть внутрь себя, узнать, почему это происходит, что этому, скажем, способствует, проработать это с кем-то, проработать убеждения, которые есть, посмотреть на свое поведение, как вы создаете эти ситуации вашим поведением, потому что очень часто, когда мы знаем людей, да, это наши знакомые, близкие, мы видим их события в жизни, почему это проигрывается, поверьте, там все настолько логично и настолько все
ну прям друг за другом идет. Нет каких-то таких супер вау неожиданных ситуаций, которые не были бы в поведении или в подсознании человека. Человек всегда действует из своего подсознания, тех программ, которые в нем заложены. Соответственно, и событийность, события в жизни складываются так же. Вот поэтому тоже важно работать над своим подсознанием, над этими программами, через астрологию о них узнавать, понимать, над чем стоит работать, и, например, через регрессивную терапию это полностью исцелять, это прям проживать, да, не просто знать, а проживать сразу же вместе с терапевтом и освобождаться от этих программ, делать такую перепрошивку, но и также освобождение тех блоков, которые вас держат. Поэтому я желаю вам осознанности, желаю всем удачи, успехов, материального, духовного и до скорых встреч!